Привет, друзья! И вот мы снова на моей кухне. И в этом видео для любителей слоеного теста и творожной начинки мы приготовим два вида вот таких красивых и аппетитных десерта. Слойки со сладкими творожными начинками получаются вкусными, ароматными и хрустящими. А самое главное, их приготовление не отнимет у вас много времени благодаря использованию готового слоеного теста. Такие слойки – это идеальное угощение к чаю. Ну ладно, пойдемте готовить их вместе. И приготовим мы их с двумя разными творожными начинками. И сразу приготовим первую начинку. Для этого мне понадобится 250 грамм рикотты и 2 столовые ложки сахара. Но сахар, конечно, добавляйте на ваш вкус. А вместо рикотты можете использовать творог. И хорошенько перемешиваю. Затем добавляю маленькое яйцо. Рикотта и так довольно мягкая, я бы не стала добавлять крупное. Смешиваю его с рикоттой. И добавляю шоколадные капли. Я добавила 60 грамм, а вы добавляйте на ваш вкус. Хорошенько перемешиваем, и наша начинка готова. Теперь нам понадобится слоеное тесто прямоугольной формы. Визуально делим тесто на 3 части и с двух сторон нарезаем полосочкой примерно 1,5–2 см, оставляя серединку нетронутой. Полоски нарезаем с более широкой стороны. Вот таким образом. Ну а теперь всю начинку выкладываем в серединку, не доходя немного до края. А теперь край загибаем к серединке и первые полосочки укладываем вдоль начинки. И то же самое проделываем у другого края. А теперь поочередно полосочками накрываем начинку, как бы заплетая красивую и аккуратную косичку. И если есть необходимость, поправляю, чтобы все было ровненько. И получается вот такая красивая косичка. Выкладываем форму для выпекания и приступаем к следующей начинке. Снова беру 250 грамм рикотты и добавляю 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем. И добавляем маленькое яйцо. А теперь добавляем кокосовую стружку. Я добавила 40 грамм, а вы добавляйте на ваш вкус. Хорошенько перемешиваем, и наша начинка готова. И теперь также беру слоеное тесто и нарезаю, как в первом варианте. И выкладываю всю начинку в середину. И если есть необходимость, выравниваю. И снова заплетаю красивую косичку.
Готова и вторая косичка, а теперь перекладываю в форму для выпекания вместе с пергаментной бумагой. И отрезаю лишние края. А теперь беру желток, добавляю немного молока и перемешиваю. И смазываю наши косички. И по желанию сверху посыпаем кунжутом. И теперь эту красоту отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю, пока слойки не станут красивые и румяные. И вот такие красивые косички из слоеного теста у нас получились. Легкая хрустящая корочка сверху, а внутри много сочной творожной начинки. Невероятно вкусная и ароматная выпечка из минимума простых продуктов. Это действительно идеальная выпечка к чаю, особенно для тех, кто любит творожную начинку. Я их разрезала, смотрите, сколько начинки, и как это выглядит аппетитно. Две творожные начинки, но разные по вкусу, и каждая вкусна по-своему. Первый вариант для любителей шоколада, а второй вариант для любителей кокосовых десертов. Я с удовольствием поделилась с вами этими рецептами, ну а вам спасибо, что провели это время со мной. Девочки, не забывайте ставить пальчики вверх и подписывайтесь, а в комментариях мне можете оставить просто сердечко. Ну и на этом я с вами прощаюсь, до скорой встречи!